His Holiness Keshava Maharaj gave me. Прежде прочту подношение, которое мне прислал, которое мне передал его святейший Кешава Махарадж. Dear Purначандра Goswami Maharaj, please accept my humble obeisances. All glories to Srila Prabhupada. Дорогой Пурначандра Махарадж, примите, пожалуйста, мои смиренные поклоны, славы Шри Прабхупаде. Last year, when you came to Govardhan for the Govardhan Puja festival, you and I were able to touch base after many years of separation. В прошлом году, когда мы приехали на Говардан для празднования Говардана Пуджи, мы вместе смогли провести какое-то время и вспомнить о годах, которые мы провели в разлуке. You spoke about the status of your health, and clearly you were not well. Вы рассказали о том, в каком состоянии находится ваше здоровье, и было очевидно, что оно совсем никудышное. So it is not with shock that I received the news of your passing away, but yet with sadness still. Поэтому, когда я узнал о вашем уходе, это не было для меня сюрпризом, но тем не менее я испытал очень сильную горечь. I've known you for a very long time, since New York in 1976. Мы были знакомы уже давно, еще с 1976 года в Нью-Йорке. We served together on the famous Radha Damodar traveling Sankirtan party, Sri Sri Radha Govinda Mandir in New York, and later in the Radha Krishna temple on Soho Street in downtown London, preaching and getting devotees together. Мы вместе занимались служением вначале в знаменитой группе Рада Дамодары, группе распространения книги, затем в Шри Шри Рада Говинда Мандире в Нью-Йорке, позже в храме Рада Кришна Сохо в Лондоне, где мы вместе проповедовали и помогали людям стать преданными. And the next line that Keshava Maharaj wrote, I saw that when he read this to me, that he felt very strongly about this. Следующая строчка, которую я прочитаю, когда Кешава Махарадж зачитывал это письмо мне, то вот на этом месте он сделал очень сильный акцент. He said, I remember that the devotees who became attached to you and joined the temple were quality people, intelligent and good-hearted. Он сказал, я помню, что когда... Он сказал, что я помню, что те люди, которые присоединились, привлекаясь вашей личностью в храм, были очень хорошими людьми, они были разумными и с мягким сердцем. I thought that was a wonderful definition, simple definition of what a quality person was, intelligent and good-hearted. Я подумал, что это очень хорошее определение хорошего или квалифицированного человека. Квалифицированный и хороший человек означает, что он разумный и сердце его мягкое. It was there in London, I remember you telling me that you had decided to elevate the content of your classes. Я помню, что именно там, в Лондоне, вы сказали мне о том, что хотите повысить уровень своих лекций. Your classes became slower and much more deliberate as you took time to find the verses to reference your statements and struggled to find your own style. Я помню, что лекции стали медленнее, потому что вы глубоко размышляли, и у вас занимало какое-то время найти стихи, подтверждающие те вещи, для того, чтобы точно подтвердить те вещи, о которых вы говорите. А также мы пытались нащупать свой стиль. At first, the devotees were a little impatient because of the pace and gravity of your deliberations. Первое время преданные чувствовали некое нетерпение, поскольку в ваших лекциях был такой необычный стиль, медленный и глубокомысленный. They were accustomed to a different style of class in a downtown preaching center. В то время в проповедническом центре, в самом центре города, люди привыкли к другим лекциям, к другим скоростям. But you were determined. And I remember being impressed with how you persevered despite how difficult it must have been to do something different at that time. Но вы были исполнены решимости. Я помню, что это было очень трудно делать то, что вы решили, несмотря на все сложности. Later, when you moved out to the manor and started to teach the Bhagavad Gita systematically in a course format, I began to understand more about where you were headed. Позже, когда мы перебрались в Мэннер и стали преподавать им систематические курсы по Бхагавад-гите, я начал понимать, к чему вы ведете, к чему вы движетесь.
Then you came out with the Gitamrita recording in which you wove together the commentaries of Baladev Vishwanath and our own Srila Prabhupada. Затем вы выпустили Гитамриту, запись, в которой вы совместили комментарий Баладевы, Вишванатхи и нашего Шрилы Прабхупады. With background music, it was very interesting, edifying, and entertaining at the same time. Поскольку фоном звучала музыка, это было очень интересно, Edifying, supporting. Это очень помогало восприятию, это было интересно, помогало восприятию текста и одновременно не давало скучать. Once I traveled to Europe and back for some service while I was taking care of the Soho Street Temple. Throughout the trip, I listened constantly to your recording and was not only impressed but also inspired and spiritually uplifted. I learned a lot. The work was thoroughly done, thoughtfully done. At that point, I knew that you were really onto something. Однажды я путешествовал по Европе и слушал. Я стал слушать эту запись постоянно. Я чувствовал, что она очень воодушевляет меня и способствует духовному подъему. Я очень много, помимо того, я очень много узнал для себя. Тогда я понял, что эта работа очень глубоко продумана. И в этот же момент я осознал, что есть что-то очень глубокое за тем, что вы делаете. Then time separated us when I moved to India, and you later took up preaching in Eastern Europe and Russia. Но время разлучило нас, потому что я перебрался в Индию, вы занялись проповедью в Восточной Европе и России. We lost track of each other during those years, but from a distance I noted how your dedication to studying the scriptures continued, culminating in your becoming influential in the establishment of the Shastric Advisory Committee of the GBC body. И хотя с течением времени мы немного потеряли след друг друга, однако я со стороны наблюдал и видел, что ваша решимость в изучении, ваша посвященность в изучению Писаний только углублялась. И в конце концов это воплотилось в то, что вы основали комитет по изучению шастров при GBC. We'll miss you, Maharaj, your erudition and your deep taste for remembering Krishna. Нам будет вас не хватать, Махарадж, вашей эрудиции, вашего глубокого вкуса к памяти Кришны. Now that you are back with Krishna, please bless us from there, that we may be successful in our spiritual lives. Теперь, когда вы вернулись к Кришне, пожалуйста, благословите нас, чтобы мы также смогли достичь успеха в нашей духовной жизни. And the next 3 paragraphs, Keshava Bhakti Maharaj, he directs towards the followers and disciples of Maharaj. Следующие 3 абзаца своего письма Кешава Бхакти Махарадж посвящает ученикам и последователям Пурначандры Махараджа. May your followers dedicate their lives to Srila Prabhupada's preaching mission. Пусть ваши последователи посвятят своей жизни проповеднической миссии Шрилы Прабхупады, as you have done, следуя вашему примеру, so that Srila Prabhupada's dream of ISKCON being an educational institution for the upliftment and re-spiritualization of humankind can be realized as soon as possible. Для того, чтобы мечта Шрилы Прабхупады воплотилась как можно скорее, мечта о том, чтобы ИСККОН стал образовательным учреждением, нацеленным на то, чтобы возвысить сознание людей и одухотворить человеческое общество. I offer my condolences from the core of my heart to your disciples and followers at this difficult moment of transition. В этот трудный переходный момент я из глубины своего сердца выражаю свои соболезнования вашим ученикам и последователям. I'm very sorry I can't be with you on this special day in Vrindavan. Мне очень жаль, что сейчас, в этот особенный день, я не могу присутствовать здесь, во Вриндаване. My own health and travel commitments would not allow it. Состояние моего здоровья, а также те обещания, которые я уже дал, где я должен сейчас находиться, к сожалению, не позволяют присутствовать. Please stay hopeful. Однако не теряйте надежды. Apply the teachings of the Bhagavad Gita as it is, as you have learned them from your Guru Maharaj, and you will be living with Krishna. Применяйте учение Бхагавад-гиты, как она есть, в том виде, в каком вы получили их от вашего Гуру Махараджа, и жизнь ваша будет вместе с Кришной.
we, the disciples of Prabhupada, have been living without the physical presence of our spiritual master for more than 3 decades now. Мы, ученики Шрилы Прабхупады, продолжаем жить без физического присутствия нашего духовного учителя Шрилы Прабхупады уже более 30 лет. But we have each other, and we have Srila Prabhupada's wonderful spiritual organization. Но у нас есть мы, и у нас есть удивительная духовная организация Шрилы Прабхупады.